Металлмастер. Сегодня я приступаю к сборке учебных рубанков. Ну что ж, начинаем. После восстановления рубанок зубр имеет вот такой вот вид. Мне пришлось вытащить переднюю и заднюю ручку и сделать новый регулятор хода ножа, потому что старый был сломан. Также я отшлифовал подошву и боковины, ну и вытащил, конечно, нож. Вот так сейчас выглядит полуфуган. Ну, а в работе он себя ведет очень даже неплохо.
получается. В общем, строгать одно удовольствие. Итак, рубанок малыш восстановить удалось очень неплохо. Очень даже хорошо получается. Можно даже попробовать строгануть власть. Как он будет строгать? Ну что, строгает. Итак, нормально. Вот этот рубанок достался мне вот с такими отбитыми ручками. Он был совершенно ржавый. Пришлось его шлифовать как следует, перетачивать, делать ему две новые ручки. Ну, сейчас, как вы видите, он выглядит достаточно хорошо. Сейчас я его заточил, ну и попробую построгать. Хорошая, годная вещь получилась. Рубанок этот имеет какую-то хитрую эмблему в виде 3 стрелочек или кораблика, даже не знаю. В общем, вот такая вот. Я так и не понял, какой завод выпускал данный рубанок. Цена вот 4 рубля 50 копеек. Вот. Шерхебель Уральского автозавода достался мне со старыми ручками, весь ржавый, пришлось сделать ему новые ручки, выточить. Ну, в принципе, он готов к работе. Сейчас я продемонстрирую, как он функционирует. Вот. Все, достаточно быстро я обработал заготовку, и сейчас можно уже строгать чистовым рубанком. А вот этот замечательный восковский рубанок мне достался в совершенно убитом состоянии. Впрочем, это была только подошва с клином, все, больше ничего в нем не было. Пришлось делать обе ручки, точить зажимной винт, искать нож, ну и чистить и шлифовать подошву. В результате вот что у меня получилось. Сейчас я им построгаю. Строгает он неплохо. Ну вот, можете видеть. Ну что же, уважаемые зрители, все рубанки я отремонтировал. Остается только с мальчишками говорить. Если вам моя работа понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь, заходите еще, комментируйте. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Всего вам самого доброго. Пока.